Чужое намерение. Желаний у меня особых нет. Я живу только счастьем своих детей. Люблю их безумно и всю жизнь молила: Господи, сделай моих детей счастливыми. Вот тут-то ошибочка и вышла. Старший сын студент, 22 года, мне признается, что курит наркотики и при этом чувствует себя счастливым. Вот так намолила. У каждого понятие счастья свое. Оказывается, надо было расшифровать, чтобы умный был, здоровый и крепкий духом. Конечно, я сейчас молюсь, чтобы Господь наставил его на путь истинный, а сыну сказала, что я его сильно люблю и верю, что он сам справится с этой проблемой. И я действительно верю, что все образуется. Но сердце мое обливается кровью. Представляете, я лечу людей массажем, восстанавливаю энергетику, а сыну своему ничего не могу сделать. Слезы мои текут рекой, правда, только когда я одна. Нелегко управлять такой лодкой, в которой ты не один, а с детьми. Честно говоря, не пойму, как здесь можно использовать принцип координации намерения. И вообще, какое тут может быть намерение? Ведь это не назовешь досадным обстоятельством. Не следует думать, что вы своим намерением можете существенно повлиять на судьбы других людей. В вашем распоряжении только слой вашего мира. На окружающих вы способны влиять лишь косвенно, через посредство равновесных сил. Чужое враждебное намерение может оказывать воздействие на слой мира с помощью маятников, но это уже другой вопрос. Ключевая фраза в вашем письме «люблю их безумно» указывает на суть проблемы. Если на колесе слишком перетянуть спицы с одной стороны, с другой появляется искривление. Точно так же искривляется реальность. Чем сильнее вы любите и одного боготворите своих детей, тем больше будет поводов для разочарования. Так равновесные силы стремятся восстановить баланс. Принцип координации здесь ни при чем. В отношении близких необходимо руководствоваться правилом трансерфинга. Позволить себе быть собой, а другим быть другими. Вам нужно отпустить детей и не давить на них своей любовью. Иначе, на энергетическом уровне получается следующая картина. Так вас люблю, что аж прям задушу сейчас. Явным образом освободиться из ваших объятий дети не могут, поэтому и порхают, словно листья, подхваченные ветром равновесных сил. А ветер этот направлен туда, где происходит нечто такое, за что нельзя любить. В то же время нужно понимать, что не все происходящее обусловлено исключительно метафизическими причинами. Возможно, ваше влияние здесь вообще не играет никакой роли, но единственное, чем вы реально можете помочь детям, это следовать правилу трансерфинга. Как защититься от собственных переживаний и воздействий маятников, более-менее ясно. Подскажите, как защититься от переживаний и страхов близких родственников, родителей. Я думаю, их тревоги не менее опасны, чем переживания и беспокойство нас самих. Если объяснить им вред негативного отношения не удается, то никак. Но вообще-то их влияние на вашу жизнь не так уж велико, потому что основной вклад в формирование слоя своего мира вносите вы сами. В определенном смысле переживания и страхи родственников по поводу каких-либо аспектов вашей жизни играют положительную роль, потому что равновесные силы будут стремиться восстановить баланс. Чем хуже их ожидания, тем лучше будут идти дела у вас. В любом случае, главное – не придавать большого значения тому, что о вас говорят родственники. Иначе, если вы станете думать, что они способны ощутимо повлиять на слой вашего мира, так оно и случится. Ведь мир, как зеркало, отражает ваши убеждения. В силу сложившихся социальных, родственных и прочих причин мы зачастую не одиноки, рядом всегда кто-то есть. Возьмем для простоты какую-либо пару. Один человек имеет желание изменить условия своей жизни, свой слой, устанавливает соответствующие отношения к окружающему миру. И на него уже готов пролиться золотой дождь. Дождь в этом случае упадет не избирательно, а на всю пару. Казалось бы так, но второй член этой пары видит в жизни только негативное, плохое и менять свое отношение не желает. То есть, по логике, не видать бы ему удачи, как своих ушей. Вопрос, собственно, вот в чем. Кто из этих двоих кого пересилит? Как-то не хочется рассматривать варианты разойтись в разные стороны и получить каждому свое. Однако разумом понимаешь, что здесь какие-то нелады с причинно-следственной связью. Либо первого оптимиста успех обойдет стороной из-за пессимизма второго, либо на мрачного второго прольется незаслуженный поток изобилия. Если брать только метафизический аспект формирования реальности, каждый человек своими мыслями создает свою отдельную реальность. Зеркало в точности отражает ваши мироощущения. С каким отношением вы предстаете перед этим зеркалом, такое отражение в реальности и получаете. Таков закон. Вас не должно беспокоить, каким путем будет сформировано это отражение. Ваше дело – направлять мысли, а точнее
намерение в нужную сторону. Если вы будете это делать регулярно и целенаправленно, намерение воплотится в действительность, и другие люди никак не смогут этому помешать. Напротив, если близкие будут служить помехой, для них это кончится тем, что они исчезнут из вашего окружения. Допустим, вы уедете от них куда-нибудь далеко-далеко. Вот что мне известно точно. Прочие рассуждения типа «кому положено быть счастливым» по его мыслям, а кому нет, не более чем умозрительные домыслы. О чем не знаю, говорить не буду. Однако следует понимать, что вы являетесь полновластным хозяином слоя своего мира только в том случае, если направляете намерение на его обустройство. Если у вас нет никакой цели и вы не контролируете свое отношение к окружающей действительности, пуская ход мыслей на самотек, кораблик вашей судьбы теряет управление и его несет по воле волн. Ваш дом превращается в бесхозный сарай, куда может каждый зайти и сотворить там все, что угодно. Чужое намерение способно повлиять на слой вашего мира косвенным образом через равновесные силы. Когда по отношению к вам придерживаются мнения, не соответствующего действительности, создается поляризация. Равновесные силы будут стремиться восстановить баланс. Самый простой для них путь – заставить вас вести себя прямо противоположным образом относительно того, что о вас думают. Если у вас нет внутреннего стержня и мироощущение имеет аморфную форму, тогда ветер равновесных сил будет играть вашим корабликом. Чтобы этого не допустить, необходимо заниматься трансерфингом. То есть иметь четко ориентированное намерение и управлять ходом своих мыслей, а не просто хаотично барахтаться в обстоятельствах жизни. Если я не жду никаких неприятностей, настроен на хорошее, а жена, наоборот, паникует, тогда какой сценарий реализуется с большей вероятностью? Будет ли здесь определяющим то, чей энергетический потенциал выше? Когда вы живете рядом, ваши слои так или иначе пересекаются. Как хорошее, так и плохое может перетекать из одного слоя в другой. Конечно, уровень энергетики играет определенную роль, но главным фактором все же является намерение. Совместная жизнь людей с разными целевыми установками подобна двум лодкам, связанным вместе. У того, кто осознанно движется к цели, парус наполнен ветром и установлен строго по курсу. У другого же, плывущего по воле волн, парус полощется на ветру, не помогает, но и не мешает особо. Хотя, если этот второй имеет патологическую склонность к негативизму, то лодка его способна тормозить совместное движение. Однако не стоит очень расстраиваться, если ваш ближний не желает следовать принципам трансерфинга. Вполне достаточно того, что вы им следуете. Если вы настроены позитивно, то в слой вашего ближнего проникает все больше хорошего, а значит, у него все меньше поводов для недовольства. В любом случае управляемая лодка достигнет цели, даже если ей придется служить буксиром. Главное, следите за своим отношением к миру и держите ход мыслей по выбранному курсу. Если с этим порядок, все остальное неважно. Пытаюсь применить в своей жизни теорию трансерфинга. Иногда с удивлением обнаруживаю, что, да, действует. У меня возник следующий вопрос. Как быть, если моя мать считает, что я, неудачница, живу на грани нищеты? А в дальнейшем будет еще хуже. И что я сама виновата в такой судьбе? А так как она сильная женщина, пытающаяся всю жизнь управлять мной, я в ответ стараюсь не реагировать на ее советы, как мне жить, то мне кажется, она посылает очень сильные импульсы отрицательной энергии в отношении меня. И все мои установки рано или поздно наталкиваются на какие-либо преграды. Мама – человек, не терпящий никаких доводов. И говорить с ней, убеждать ее в том, что у меня все прекрасно и живу я хорошо, бесполезно. У нее на это один довод. Я же вижу, мать оказывает влияние на слой вашего мира именно и только потому, что, как вы сами пишете. Мне кажется, она посылает очень сильные импульсы отрицательной энергии в отношении меня. Еще раз повторяю, мир, как безупречное зеркало, бесстрастно и в точности воспроизводит картину, которую рисуете вы сами, своими тревогами и опасениями. Душа и разум всегда приходят к единству в худших ожиданиях. На самом деле не мать оказывает отрицательное воздействие, а вы сами, поскольку думаете так. Вам необходимо изменить свое отношение, а именно, понять одну простую вещь. Когда люди, близкие или нет, неважно, думают и говорят о вас то, что не соответствует действительности, другими словами, искажают реальную картину, равновесные силы будут стремиться выправить искривления. В результате их действия всегда возникает тенденция видоизменения картины в противоположную сторону. Чего действительно следует опасаться, так это незаслуженных похвал, дифирамбов в свой адрес. Когда вас излишне превозносят, нужно придумать, чего бы такого сделать плохого, чтобы самой восстановить равновесие. Ну, например, если о вас говорят, что вы умная, встаньте на четвереньки и, с очень умным видом, воспроизведите звуки.
которые издает какое-нибудь копытное животное. Если восхищаются вашей силой, упадите в обморок. Если завидуют вашему достатку, попросите у них денег взаймы. А если имеют наглость прямо заявить, что вы неотразимы, состройте им страшную рожу. Совсем другое дело, когда вас ругают или обижают напрасно. Чем хуже будет их мнение, тем лучше пойдут дела у вас. Но только при условии, что вы не станете выдумывать всякие глупости о том, что чужое намерение якобы способно вторгаться в лой вашего мира. Если вы не придаете значения чужому злому намерению, оно просто отскакивает от вас, как от стены горох. Посудите сами. Во все времена существовали политические деятели, пользующиеся всенародной ненавистью. Представьте, каково бы им приходилось, если б чужое намерение оказывало хоть малейшее воздействие. Так что, столкнувшись с негативным к себе отношением, вам остается лишь тихонько хихикать и удовлетворенно потирать ладошки. Радуйтесь!